Всю свою жизнь только то и делал, что отдавал себя людям. Сегодня лишенный этого. Понимаете, я, наверное, лишенный жизни. 22 мая ему исполнилось бы 80 лет. Он умер в 68. Это была третья остановка сердца, обширный инфаркт. Он пережил 2 клинические смерти, 2 раза возвращался с того света, 3-й раз оказался последним. Когда мы снимали фильм о Николае Алялине в Киеве в 2012 году, мы договорились об интервью с его сыном Владимиром. Нам очень хотелось показать кадры операции на сердце, которую Николай Владимирович попросил снять знакомого оператора специально. Владимир Алялин, не задумываясь, назвал цену за съемки операции своего отца – $500. Сын знаменитого актера торговал съемками операции отца. Меня это тогда очень сильно поразило. Главный солдат великого кино, великой страны – Николай Алялин. Он словно рожден был для того, чтобы играть солдат. Мужественный, красивый, с неповторимым низким тембром голоса. Снаряд! Снаряд! Он стал образом советского солдата. Никогда не служивший в армии, рожденный в роковом 1941 году, он был родным и близким каждому фронтовику. 9 мая, когда в Киев съезжались фронтовики, Николай Владимирович, взяв за руку сына Володю, шел по бульвару Шевченко, и каждый фронтовик, идущий навстречу, узнавал его. «Милый, родной парень, я ж на Курской, я вместе с тобой там». И оба, и пожилой фронтовик, и 29-летний актер рыдали в голос. Каждое 9 мая, вплоть до самого конца, когда ходить он мог уже только с палочкой, он пересматривал военные фильмы и плакал. Народный артист Украины, рожденный в России, Вологодской области, в деревне Опихалино в семье портного, пережившего ужасную трагедию войны, уехал учиться в Ленинград. Родители мечтали, чтобы все 3 сыновей получили высшее образование, и средний, Коля, поехал поступать в военно-топографическое училище. Поступил, пришла телеграмма домой, поступил в театральный. В знаменитом лгитмике курс набирал один из лучших педагогов Алексей Ян. Красивого блондина заметил сразу. У парня талант был недюжинный. Алялин стал лидером, любимцем всего курса. На 4-м курсе уже играл в театре комедии у Николая Акимова. Акимов мечтал, чтобы Коля Алялин работал у него в театре. Однако судьба распорядилась иначе. Блистательный яновский курс Министерство культуры отправило покорять Сибирь. Всем курсом ребята уехали в создаваемый Красноярский ТЮЗ. Акимов пытался бороться за Колю Алялина, но Фурцева была непреклонна – в Сибирь. Фильм «Дни летные» – дебют молодого актера. Коле было 24 года, а его уже мечтали снимать знаменитые режиссеры. «Щит и меч», «Майор Вихрь», «Путь в Сатурн». Телеграммы, приглашающие на кинопробы в эти фильмы, одна за другой летели в Красноярск из Москвы. Только до Коли Алялина они не доходили. Конфликт с главным режиссером Красноярского ТЮЗа перечеркнул не только его театральную карьеру, но мог перечеркнуть и карьеру в кино. В ТЮЗе он не сыграл ни одной главной роли, а приглашение на пробы фильма «Освобождение» попало в его руки случайно. По танкам бронебойным! Прицел 12! Огонь! После съемок в «Освобождении» Алялин уехал с семьей в Киев. Там и прожил до конца своих дней. С женой Нелли встретились еще в Красноярске. Она была 2-м секретарем райкома комсомола и любила посещать поэтические вечера, а Николай любил на них выступать. Там и познакомились. Девушка, послушайте, алло. А как вас зовут? Да ну что, просто у меня 2 билета. Цирк. Хочется посмотреть, и не хочется идти одному. Правда, приезжайте. Как хорошо Николай читает, просто завораживает. Сохранилась запись в дневнике Нелли. После 3-й встречи уже поженились. Самый красивый артист Советского Союза всю жизнь прожил с одной единственной женщиной. После развала Советского Союза он вдруг стал не нужен никому, ни России, ни Украине. В России были свои актеры, на Украине кино вообще не снимали. Зрители стали забывать своего любимого солдата. Нет и нет. Как будто
и не было вообще никогда. Никого не интересовало, где, что делает, а жив еще. А он был жив. Правда, врожденный порок сердца уже давал о себе знать. Но он, крепкий христианский парень, никому не жаловался, лечиться не любил. Только один раз, в 1973 году, удалось уложить его в больницу. Лечили от алкоголизма. Тогда, в 1973 под вопросом была его жизнь в кино. Большие начальники издали приказ, а Лялина до работы не допускать, спился. Ему было только 32 года, а на нем уже поставили крест. Да. Ну что вы на меня так смотрите? 2 декабря родилась дочь Оля. Он выпил в последний раз и пошел сдаваться. Лечили по личному распоряжению первого секретаря Компартии Украины Владимира Щербицкого. В Киеве, в знаменитом особняке Мануильского, лежал один-единственный человек – замечательный актер Николай Алялин. Позже, в 1999 году, уже нужна была операция на сердце – аортокоронарное шунтирование, а денег не было. Он пошел просить по друзьям, по знакомым. Один сказал: «Дам, под проценты. А если не выживу? Семья будет отдавать». И стыдно было просить, и не у кого. А жить хотелось. И кино хотелось снимать, и лет еще было совсем немного, и забыт уже был всеми. Оказалось, что не всеми. Позвонил в Москву, главкому ВВС Дейнекину. Мне крайне неудобно. Ему нужно было оперироваться срочно. И никто не протянул ему в этот тяжелый момент руку помощи. Вот так. Сколько нужно, Коля? Много. Я передам. Будь здоров, Коля. Любим тебя. Помним. Военные спасали своего любимого солдата. И спасли. После той операции он прожил еще 10 лет. А потом оказалось, что знают и молодые. Позвонил Тимур Бекмамбетов. Николай Владимирович, пожалуйста, снимитесь в «Ночном дозоре». Любую роль выбирайте. Он выбрал маленькую. Всего 3 съемочных дня. Больше не потянуть сил не было. А получилась большая роль великого инквизитора. За те 10 лет после операции он снялся в нескольких сериалах, в маленьких эпизодических ролях, снял 2 фильма, уехал из Киева в Вологду, пытался там снимать кино, но денег не было. И стыдно было просить, и не у кого. Он был выдающимся артистом, ярким, сильным, артистом с большим сердцем, настолько большим, что любую боль это сердце воспринимало как свою. А сколько боли может вместить простое человеческое сердце? Ровно столько, чтобы хватило до 68 лет. Он не собирался умирать. Просто вдруг заболел внизу живота. Дети, Володя и Оля, хотели вызвать скорую, но он, как всегда, не надо, ничего страшного, пройдет. Когда боль стала нетерпимой, жена Нелли вызвала скорую. Было воскресенье. В понедельник взяли анализы. Нет, никакого больного живота не было. Он умер во вторник, 17 ноября 2009 года, в 4 часа утра, от обширного инфаркта. Потом долго договаривались, где хоронить. Начальники перезванивались, можно или нет хоронить на Байковом кладбище. Долго разрешений не давали, наконец дали. Похоронили рядом с Леонидом Быковым. На похороны прилетели актеры из Москвы. Говорили слова, речи. И только одного голоса никто больше не услышал. Неповторимого голоса. Голоса, которым Бог наградил всех мужчин в роду Алялиных. Поблазнила жизнь, да не далась. Все, думаю, разбогатею, церковь построю, грехи замолю.